Что ты хотел рассказать мне, папа? Я был там, когда изменился мир. Ты говоришь о своих исследованиях? Я не все тебе рассказывал о своей работе. Прости, милая, как дела у вас с Эриком? Все так же. Я не хочу сейчас об этом. Что ты хотел мне рассказать? Когда я был в твоем возрасте, я работал в Женеве над проектом Эверетт. Проект был маленький, финансирования было недостаточно. Никто не верил, что он сработает. Но это было идеальное время для нашей работы. Ускоритель частиц ЦЕРН доказал существование самой элементарной частицы – бозона Хиггса. Мы были готовы снять завесу тайны с самой реальности. Случайно мы столкнулись с теорией, которая могла наконец доказать существование других вселенных. Мы были готовы открыть окно в другую вселенную. Месяцы проб и ошибок. Наконец я понял, что такие окна нужно открывать с обеих сторон. Если существует бесконечное количество вселенных, то, возможно, в одной из них тоже пытаются открыть окно. Поэтому мы изменили наш подход. И вам удалось установить контакт? Потребовался почти год ожидания. Мы установили связь. Привет! Привет. Тогда я впервые ее увидел. Может, я был слишком изумлен первым контактом с другой вселенной, но нет. Это было нечто большее. Ты любил ее? С той самой секунды. Мы решили мелкие технические проблемы и, наконец, смогли поговорить с другой вселенной. И мы с Энн говорили много. Очень. Вы много времени проводили вместе? Каждую свободную минуту. За все время, что мы работали над проектом, я больше всего хотел всего лишь установить контакт. Но я и подумать не мог, что, сделав это, я больше всего захочу ворваться в это окно. Генри, скажи, куда бы ты меня отвел, если бы мог? Закрой глаза. Я отведу тебя туда. Прямо сейчас. Мысленно мы путешествовали. Прикасались друг к другу. Мы были вместе. Мы нашли любовь, которая преодолевала бездну и метафизические барьеры. Мы были близки, хотя нас и разделяла бесконечность. Мы были вместе почти 2 года. Что произошло?
Что было дальше, пап? Где-то через 20 месяцев мы тщательно перепроверили данные о том, как обе вселенные смогли установить связь, и мы обнаружили, что... В общем, наши вычисления не совпадали. Что это значит? Наши вселенные путешествуют по реальности на немного разных скоростях. И в этот коротенький промежуток времени, в это окно, обе вселенные были идеально настроены друг на друга. Поэтому мы смогли установить связь. Смогли это сделать. Это даст нам больше Мы времени. не можем это сделать. Честно говоря, не знаю. Похоже на то. Мы Надо обдумывали проверить. любую возможность. Но данные были однозначными. Да, конечно, это очень Движение сложная наших задача для вселенных нас. теряло синхронность. У нас в лучшем случае оставалось 3 месяца. Генри, пожалуйста. Мы же все обсудили. Я не могу. Я не готов прощаться. Нам и не нужно прощаться сейчас. У нас есть время, Для чего? чтобы побыть вместе. Просто будь со мной. Я был молод и глуп. Нужно было бросить эти попытки раньше, тогда мы больше времени провели бы вместе. Я люблю тебя, Энн. И я люблю тебя, Генри. Мы были вместе до последнего. Энн? Энн! Нет! Вот так просто. Рассинхронизация. Папа. Милая, я не хотел расстраивать тебя. Я многие годы хотел рассказать тебе об этом. Я просто не знал, как. Это было так давно, будто в прошлой жизни. Я долгие годы чувствовал горечь утраты. Как я мог так сильно влюбиться и в конце концов потерять ее? Не знаю почему. Почему все так произошло? Я был так зол. Но потом я понял. Мало что в жизни имеет смысл. Мне кажется, что все мы просто не синхронизированы. Мы будто частицы, летящие во Вселенной с огромной скоростью. Но очень часто нам везет обнаружить, что хотя бы на какое-то время наши с кем-то пути идут параллельно. И вместо того, чтобы ожидать, когда наши пути неизбежно разойдутся, мы должны ценить каждую минуту, проведенную вместе. Когда я понял это, я смог двигаться дальше. И вскоре я познакомился с твоей мамой. Мы много лет шли рядом, бок о бок, пока я не потерял и ее. Но я ни на секунду не пожалел о времени, проведенном вместе. И хотя я думал, что не смогу полюбить так же сильно, я любил твою маму каждой частичкой моего существа. И у нас родилась ты. И я просто хотел рассказать тебе. Сейчас твой путь идет параллельно с кем-то, но никто не знает, что будет завтра. Всегда помни об этом.
Не трать свою жизнь впустую, как я. Послушай мой совет. Пожалуйста, пообещай мне. Обещаю. Параллель. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Юрий Аркалов. Роли озвучили Андрей Бахтин, Елена Лунина, Дарья Ёлкина и Алена Андронова.